Никаких сомнений нет, я буду оперной певицей, потому что вот где живая музыка. Приехала в Москву уборщицей в Тушино, устроилась работать. Но в 17 лет это была моя первая в моей жизни кровать. У меня такое некое подобие матрасика было в уголочке, тряпочкой такой, на которой я спала. Устраиваться на работу, петь. А там, оказывается, просто девочек продавали в подвале. Ой, у нас сейчас будет откровение прям просто впервые в жизни. Да, говорит, я тебе заплачу, еще больше заплачу. В сауну поедем. Тебе было страшно? Мне было безумно страшно, потому что это большой театр. Смотрю, там с афиши сняли мое имя. Еще важный момент в твоей жизни – это Папа Римский. То есть на второй день он в Большой театр принес мне кольцо. И вот все как в кино. Ты прям к голосу как к ребенку относишься. Голос, он открывал мне дорогу везде. Вы вот такая красивая, поете, реализовали свой талант. Расскажите про маленькую девочку, которая, наверное, об этом мечтала. Где вы родились, о своем детстве, и когда появилась вообще мечта петь? Я родилась в Грузии, родина, наверное, таких богатых голосов. В Грузии прожила до войны, вот, то есть мы были маленькие дети, там началась война, как раз это вот 93-й год, мама с нами, с 3 маленькими детьми и бабушкой, пожилой, переехала в Казахстан к маминой сестре, потому что она жила в Казахстане, помогла нам, и не только вот мамина сестра родная, нам Казахстан приютил теплом, добром, то есть нам приносили там вещи, еду. Семья была очень бедная, то есть я родилась, папа от нас ушел, и мама одна нас вырастила, и не было еды, не было денег вообще. И во время войны, особенно помню, вот прям голод такой, выдавали по талонам жуткий этот маргарин и хлеб, который разрезали маленькими кусочками на всю семью. Единственное, что спасало тогда в Грузии, это фрукты. У нас было просто ведрами, мисками были хурма, королек, мандарины и такого качества потрясающего, апельсины, инжир. Света не было, тепла, не было воды, не было еды, не было одежды. Приехали в Казахстан, уже вот казахстанцы помогали, очень прям вот встретил теплом Казахстан. А сколько было лет? Мне было, там где-то нам было 8-9 лет, маленькие были все, вот прям чуть ли не погодки. Я, брат и вот еще и сестра младшая. И в Казахстане я прожила до 17 лет. Я там поступила в музыкальный колледж. Я пела с самого детства. То есть мама там еще, будучи маленьким ребенком, мне было годика 4, обнаружила меня за инструментом. Я играла на пианино мелодию, которую услышала по телевизору, еще даже не знаю нотной грамоты, абсолютный слух. Могла воспроизвести любую мелодию. И это потом уже далее помогало мне во взрослой жизни и на вступительных экзаменах в консерваторию, на таких предметах, как сольфеджио. И опять-таки, может быть, тоже сказывается и наличие музыкальной семьи. А ты уже мечтала, что ты станешь певицей? Я абсолютно была уверена, что я буду петь, что я буду великой певицей. Меня сразу ставили солисткой и там детский хор, и на все мероприятия, и концерты. И помню, детские конкурсы, сама шла, подавала заявку. Я была очень такая самостоятельная, очень рано повзрослела. И одна, все говорили, ты одна девочка, там всех там, мамы за ручку приводят, записывают им какие-то клипы, делают какие-то там портфолио, а у нас денег не было вообще, даже на еду не было, не говоря уже там, у меня до 8 лет даже ни одной фотографии нет, потому что не было денег даже на фотографию. Я, насколько знаю, ты даже работала, да, еще? Я работать пошла уже в 10-11 лет. То есть, когда поняла, что не могу больше ходить в обносках брата, в этих рваных пацанячьих залатанных вещах, и в школе ребята смеялись над этим, естественно. И поняла, что хочу уже как девочка носить нормальную юбку, одежду, и вот пошла уже работать и домой приносить уже доход. Помню, первые продукты, которые закупила я, вызвали какую реакцию у мамы. Мама просто плакала на кухне, что
дочка, ребенок вынуждена. Но с другой стороны, я чувствовала такую силу прям. И все, взросление такое наступило в 10-11 лет. Ой, я работала продавцом на рынке, и морковкой торговала, и всеми там чупа-чупсы, все вот эти вот чипсы, все эти жвачки, все фрутелла, все вот это вот. Потом форму к 1 сентября продавала. Подожди, а как ты это организовывала? Ты просто продавцом устроилась с маленьким ребенком? Да, я подговорила соседку нашу, подговорила там еще одну женщину, уже тогда обладала даром убеждения, что это крайне необходимо, и маме такая помощь нужна. И они сказали, что они будут за мной присматривать, чтобы меня никто не обидел, такого ребенка. Я не единственная была на самом деле. Я никогда не стыдилась того, что я там из такой бедной семьи, что там не было одежды, еды, ничего не было. Какое-то такое внутреннее чувство достоинства, оно вот откуда-то было, не знаю, как-то так, может, мама заложила. А были моменты, вот, что вот, ну, до 17 лет, что нет, наверное, все-таки не получится, я останусь здесь, все-таки, наверное, не моя эта история. Нет, вот я настолько изначально была целеустремленная и амбициозная, что не было даже никаких сомнений, что я уеду, я буду искать педагога и поступлю в хорошее учебное заведение. И говорю, не было конкретного понимания вот по поводу жанра. Приехала за педагогом в Астрахань сначала. Мне нашли педагога, сказали, что педагог может мне помочь, потому что голос у меня изначально был большой, с огромным диапазоном, почти 4 октавы, и, ну, это редкость на самом деле. И никто не мог определить, какой мне репертуар петь. То есть и то могу петь, и другое, голос позволяет. Это, ну, то, в чем ты будешь прям вот топ, прям вот как одежда, которая сядет на тебя самым наилучшим образом. И я поехала сначала в Астрахань за педагогом, закончила там буквально за год музыкальный колледж, мне дали диплом экстерном, как такому вундеркинду, как они сказали. Вот. И после Астрахани уже мне вот добрые люди после одного из моих выступлений поставили запись Леонтин Прайс «Аиды». В Астрахани это еще было. И как сейчас помню, меня просто поразила эта запись, и в то же мгновение я поняла, что нет никаких сомнений, я свою жизнь решила посвятить классической музыке, оперному искусству, и никаких сомнений нет, я буду оперной певицей, потому что вот где живая музыка, настоящее искусство, гармония. Я правильно понимаю, что у тебя достаточно был путь такой, ну, ровный, да? Консерватория? Ну, как ровный? Не совсем ровный он был. Он что совсем было был неровным. Пути? Если вот прям вот разбирать все эти неровности, первая неровность, с которой я столкнулась, это было образование. Я потеряла несколько лет, прежде чем поступить в Московскую консерваторию. У меня было гражданство Казахстана. И во всех учебных заведениях мне сказали, каким бы ты феноменом ни была, закон есть закон. Это получалось там чуть ли не 50 тысяч евро за обучение, но тогда это казались какие-то нереальные космические деньги, то есть какие там, когда я приехала еще... Да и сейчас не маленькие. Ну, какие-то просто вот суммы такие, ну, то есть... Я сама вот все, что зарабатывала, там и домой отправляла, и тогда, помню, приехала в Москву уборщицей в Тушино, устроилась работать, но не заработала бы я таких денег, это было нереально, поэтому пришлось мне получить гражданство, на это ушло у меня 2 года, только после этого я смогла уже подавать документы как гражданка России, претендуя на бесплатное отделение. Там, помню, поступали около 600 певцов, со всей вообще России, не только России, стран СНГ также. И буквально у нас чуть ли не 8 бесплатных мест было. Это был такой
жесткий конкурс. Я помню, у меня после всех этих экзаменов был жуткий приступ с желудком на нервной почве, потому что выхода у меня не было. То есть либо поступать бесплатно, либо ты остаешься без образования. Второе было не дано. Вот. И я поступила. Я помню, как сейчас я пела вступительный экзамен в консерватории. Еще жива была Масленникова, профессор, такая известная певица была оперная, царство небесное. И у нее прям какой-то такой смех вызвала. Она прям практически скатилась так по креслу после того, как меня стали распевать в Большом зале консерватории. Я подумала, что это очень плохо, и я слетаю, и все плохо. А оказывается, у них, у комиссии случился шок от диапазона и масштаба голоса. То есть я пою, и голос не заканчивается наверху, внизу, третья октава, малая вся, чуть ли не до большой октавы. Они уже говорят, все, хватит, мы все поняли, до свидания. И ты не знаешь, что они поняли, что все так плохо было, или оказывается, что вот настолько все вот было вот, уникально. И я не знала на тот момент еще. То есть я помню этот приступ с желудком вообще, и когда вывесили списки, помню, мама, мы до конца не верили, что вот, да, меня взяли на бюджет, еще и стипендия, и бесплатное отделение, и Московская государственная консерватория, такое прекрасное высшее образование. Первые 2 года ты жила в Москве, да, до поступления? Да. Я училась в частном заведении, Там было частное заведение, почему я туда пошла, чтобы не тратить время. Я никогда не любила и не тратила ни одной минуты зря, и понимала, что не могу просто сидеть эти года и просто ждать, пока удастся решить этот вопрос. Обучение было там что-то порядка чуть ли не 20-30 тысяч в год, и можно было по 1000 рублей чуть ли не каждый месяц приносить. Это было мне реально. То есть оплатить, я помню, работала параллельно еще и кафе «Муму», уборщицей в Тушино, там был салон красоты, много где я работала, и вот, то есть, это было возможно, то есть не 50 тысяч, там, не знаю, евро найти. А где ты жила? Сумму. Я снимала комнату с девочками в Тушино, вернее, не комнату, а кровать. То есть это, кстати, вот в 17 лет это была моя первая в моей жизни кровать, потому что до этого в Казахстане, пока мы жили, и там дома не было кровати, у нас была очень маленькая, чуть ли не 40 квадратных метров квартира, в которой мы 5 жили, и там у меня такое некое подобие матрасика было в уголочке, тряпочкой такой, на которой я спала. Так вот, я вспоминаю, просто это, конечно, удивительно. В Тушино тоже жуткие условия были. Помню, одна девчонка, там она вставала каждый день в 5 утра, у нее были какие-то свои процедуры, какая-то у нее вера была, и она открывала там все окна и начинала в эти окна что-то, какие-то звуки издавать, а тебе в 6 утра уже идти, надо вставать, полы мыть, и каждый час на вес золота, и условия были жуткие, конечно, помню. И отправляла, и я помню, сколько бы я ни зарабатывала, даже и я умудрялась всегда стабильно отправлять домой деньги. И иногда, помню, просто купишь батон хлеба на весь день и просто грызешь этот батон, потому что еды больше не было, и там банку кефира. Сейчас думаешь, там правильное питание, ЗОЖ. Вспоминаешь тот ЗОЖ, который у тебя был тогда, помню, пачечка пряников и кефир. Это там вся твоя пища там на пару дней. Просто пряники с кефиром. Ну вот выживали как-то, и все было хорошо. Ты не унывала? Вот в Москве были моменты, когда стало меня накрывать уныние. Раньше в Астрахани, в Казахстане, в Грузии никогда не унывала. Москва все-таки сложный город. Сталкивалась, было такое, что и работодатели домогались, а я такая при всей своей, как бы такая внешней, кажущейся, не знаю, открытости и каком-то, как говорили, таком сексапиле, у меня был такой все равно стержень твердый. Мне не хотелось никого подпускать к себе. Воспитание такое. Хотя я смотрю, боже, как я одевалась. Я еще думаю, что они до меня докапались. И вот, соответственно, были такие проблемы серьезные прям. Там тебя не берут на работу, потому что принимает жена работодателя и видит в тебе какую-то там такую угрозу. Угу. А у меня внешность такая всегда была такая... Яркая. Очень яркая, да. А если это мужчины принимали на работу, то приходилось откуда-то сбегать, какие-то зарплаты не платили. То есть
А сбегать это была какая-то прям жесткая ситуация? Да, я помню, я работала месяц-два, мне не платят зарплату. И я... Ой, у нас сейчас будет откровение прям просто впервые в жизни. Пришла уже такая, набралась смелости за зарплатой. Говорю, мне, в общем, будет уплачено. Я работала по полной программе на кухне, делала мороженое. Помню, у меня вот все эти пальчики были с мозоликами, потому что нон-стопом делала это мороженое. Оно было прям такое замороженное, и приходилось с силой все это, что пальчики были прям вот в таких приличных мозоликах от такой вот прям бесконечной работы. И я пришла, говорю, вот мне там нужны деньги. Осмелилась так. Да, говорит, я тебе заплачу, еще больше заплачу. Только сначала, говорит, мы все там приехали, еще там делегация каких-то мужчин, говорит, в сауну поедем. И как сейчас помню, я говорю, я не поеду в никакую сауну, дайте мне деньги, и я пошла. У тебя что, какие-то эти женские дни, да, ты не можешь? Я подожду тогда через пару дней, когда у тебя там-то все пройдет. Я ребенок, мне 17 лет, я говорю, заплатите мне деньги, и я пойду, я не пойду в никакую сауну. То есть стараюсь не показывать этот страх свой, все. Мне не заплатили деньги, на меня повесили неустойку, что я якобы разбила еще какую-то посуду там. Вот с такими вот проблемами я сталкивалась, и приходилось сбегать потом от таких вот персонажей жутких. Но вот все, что нас не убивает, все нас делает сильнее. Ну, само собой, пожаловаться было некому. Некуда, некому, одна девочка. И это учило меня от такой проработки. То есть вот все говорят, что вот сейчас я уже понимаю со своим мозгом текущим, а тогда... Ну, что делать? Ну, просто жуткие ситуации были. Я приехала, помню, на Волгоградский проспект устраиваться на работу петь. А там, оказывается, просто девочек продавали в подвале. Забирали паспорт, забирали вот таких вот, как смотрели, нет что? Регистрации, там какое-нибудь гражданство какого-нибудь Узбекистана. Закрывали их, и все. Тоже приходилось сбегать, просто Господь спасал, как ты сбежала? Уберегал. Девочка случайно вышла и говорит, беги, потому что вот кратко мне быстро рассказала, сейчас говорит, тебя ждет такая же участь, не дай бог. Ну ты ребенок, у тебя отобрали паспорт, скрутили руки, закрыли тебя в этом подвале и все. На Волгоградском проспекте такая история была. Это было еще какой год это был, Господи. Ну, то есть я нигде никому об этом никогда не рассказывала, но это вот прям жуткие такие вот. То есть не все так гладко было. В профессиональном плане кажется гладко, потому что голос, он открывал мне дорогу везде. То есть я открывала свой рот, и ни у кого не было сомнений. Огромное количество конкурсов, юношеские, там разные конкурсы. Я выходила петь, и все, и вот прям вот, ну, первые премии все были мои, то есть я помню, там в Казахстане еще подарили такой шикарный ковер на первую премию, мама продала, кушать было нечего. На другом конкурсе, как в качестве, там, в главной премии была люстра, тоже мама все это продавала нам, деньги на еду как раз. На третьем конкурсе шикарную там музыкальную приставку, тогда все это очень дорого стоило, помню, брат был в шоке. Говорит, теперь я тебя зауважал, когда нам домой привезли все это оборудование, все эти колонки, все эти приставки. Там и караоке было, то есть самое-самое прям дорогое, новое, топ прям такой. Мне вот этот ничего не заплатил, а мне надо было, я тогда комнату снимала, оплачивать комнату. Я иду по набережной, плачу, рыдаю. Вообще останавливается машина. Какая-то крутая такая машина останавливается. Ходит мужчина, говорит, девочка, ты что плачешь? Я такая, деньги не заплатили, когда 2 месяца мне платить нечего, слезы градом, все просто, вообще ничего нет, ничего не заплатили. Я такая свалила, оттуда сбежала. И он говорит, какая сумма? Я говорю, столько не заплатили. Он мне достает пачку денег, он мне дает эти деньги просто так. И говорит, пусть это будет последний раз такой в твоей жизни, и чтобы ты вот как бы, что все, это даже не повод для слез, это такая, мол, ерунда. Сказал свое имя, как-то его, я забыла его имя, и уехал. Это был такой, я вот прям называла, что это просто Боженька дал ангела, он остановился, я потом молилась о нем в храме, свечку ставила о всей его семье, о родных, и все. И вот как вот я верю, что вот Господь иногда дает таких ангелов, просто, ну как по-другому назовешь? Ну вообще, я думаю, что это реально было какое-то провидение. Это просто как провидение. Остановилась эта машина, я не забуду эту историю.
И вот все, вот дал тебе деньги и уехал. Просто так, бескорыстно. Ничего там, не поиметь от тебя ничего вообще. Это такая Обалдеть. редкость такая. Просто так вот. Взял, сделал, человек доброе дело. То есть это и какой-то такой оберег всю жизнь мне. И прям вот где-то там, ну прям вел меня, можно сказать, всю жизнь мой голос, и по сей день он меня ведет. Этот путь, непростой путь такой, и оберегает, и в чем-то обязывает даже. И вот когда ты носитель вот такого материала, это, конечно, обязывает. Ты прям к голосу много. как к ребенку относишься. Даже не как к ребенку, а как что-то, да, вот такое вот, какой-то такой вот некий дар, да. Скажи, пожалуйста, вот получается, ну да, у тебя параллельно профессиональная карьера, и параллельно ты выживала буквально, да? Выживала чтобы буквально, вот да. этого всего добиться. А в профессиональном плане тебе не пытались сломать карьеру вот такими путями? Нет. Кстати, в профессиональном плане ко мне у нас там не пристают к девушкам. Нормально, все хорошо. Женщинами не интересуются? Да? Да, и это нам прям как бы... Для женщин плюс. Да. Так, расскажи мне про первую оперу. Когда это произошло? Первую оперу исполнила еще будучи студенткой в консерватории. Она была в Большом зале консерватории, а далее уже такой грандиозный опыт. Вторая опера, я бы сказала, была в Большом театре. Сразу меня поставили на Тоску. Это такая грандиозная опера Джакомо Пуччини. И помню, я приняла решение каждое слово перевести сама. Все эти 400 страниц итальянского текста. Только так я поняла, что я смогу полноценно вжиться в роль и понять каждого персонажа в этом произведении. Это мне, кстати, потом дальше очень помогло. И эта опера принесла мне, конечно, грандиозный успех по миру. И сбылись мои мечты благодаря этой опере, этой роли. Самые такие, даже я бы сказала, заветные мечты она осуществила. Это моя роль, которая в итоге вот, как моя мама, все воздается, и такой труд, и такое погружение в роль оказалось моей такой коронной ролью, которой я всегда буду благодарна. Конечно, всю жизнь, уже сколько лет я ее пою по всему миру, в разных театрах мира, в разных постановках. Хотя уже исполнено более 20 главных таких титульных ролей, только главные роли. У меня так сложилось, что с самого первого моего дня меня стали ставить только на главные роли. Голос масштабный, такого плана, амплуа как раз. И в основном все равно я получаю большую часть контрактов на партию именно Флории Тоски по сей день. Тебе было страшно? Мне было безумно страшно, потому что это большой театр, и я девочка без опыта. Как правило, туда приходят уже более опытные певцы, либо если приходят такие неопытные, как я, они там много лет сидят на, как у нас принято говорить, на моржовых партиях, таких небольших ролях, а тут тебе сразу главную, титульную, сложнейшую сопрановую роль. То есть здесь там оценка роли — это вот максимум. Вот сразу вот прям такой топ. То есть пришла там зеленая девочка, ей Анну Каренину. То есть, ну вот прям страшно, это ничего не сказать. Это безумно страшно. Еще условия были сложные. В Доме Большого театра я жила с девочкой в одной комнатке, и как бы у нее своя жизнь, у нее там даже родственники приехали, ты не можешь не выспаться. Для голоса самое важное — это сон, покой и молчание. То есть накануне, чтобы озвучить такие театры, как Большой театр, без микрофона, полноценно в такой сложной роли, как Тоска или там Аида. Я не говорю про другие более там мелкие роли, там попроще все-таки нет такой нагрузки вокальной, нет такого плотного оркестра, который надо покрывать. А как тебя труппа приняла? Вот ты маленькая девочка, пришла, зеленая совсем. У нас в России есть вот такое восприятие в штатных театрах. Они вот сидят, и у них это как бы вся жизнь, вот этот театр и все. А в Европе немного иначе все устроено, то есть там
люди летают по контрактам, они знают, что ну, не здесь, так в другом городе, не в другом городе, так в третьем. Огромное количество в мире постановок, продукции, и мы даже с коллегами, с которыми поем одну и ту же роль, мы там дружим, общаемся, помогаем друг другу. То есть тут у нас это даже не укладывается в голове, то есть настолько вот другая ментальность, какая-то такая вот это вот еще старая советская какая-то вот навязанная как будто бы конкуренция. Они считают, что она здоровая. Это не здоровая совершенно, которая выматывает нервы, не дает возможности нормально работать, раскрываться и творить и в спокойной обстановке. Непродуктивно это. Вот, я не знаю, сидят 35 составов, друг другу в затылок дышат и тихо друг друга ненавидят. Режиссер и дирижер еще подливает масло в огонь, говорит: вот сейчас там ты эту ноту нормально не допоешь, скидываем тебя с треском, Маша будет петь. И говорю, опять-таки, в Европе на контрактах такого нет. Каждый приходит, ты ответственна за свою роль. Ты что-то не споешь, ты знаешь, что тебя скинут, тебе не надо об этом каждый день, каждые 5 секунд говорить. Ты сам несешь ответственность, ты взрослый человек. А подставы были какие-нибудь? Конечно, были и есть, и продолжаются. Ну, а, например, вот с того времени? Ну, была подстава, когда меня поставили на мой спектакль. А я должна была дебютировать в роли своей мечты, а пошли и сказали, что Касьян там при смерти умирает, вот эта девочка ее заменит, она болеет сильно. Ну, это не в Большом театре было, но у нас это было в Москве. Вот, да, вот эта вот девочка ее заменит, ей так плохо, врачи подтвердят, если что, подтвердят якобы. Вот, всем на слово поверили, и смотрю, там с афиши сняли мое имя. Я звоню руководству, они говорят, а вот так и так сказала там одна женщина, что вот тебе плохо, ты не споешь спектакль. Вот. И да, просто идут напролом, сочиняют свои истории там какие-то. Я по натуре своей все равно достаточно мягкий человек. Но вот характер, стержень, он меня все равно спасал, поддерживал всю жизнь. Ну, то есть я правильно понимаю, ты просто повзрослела и розовые очки спали, либо их что-то сбило? Сбивали просто он какими разными путями, их всячески давно уже, да, всячески пытались с меня снять, и, конечно, сейчас давно уже реалистка. пора. Да, да. Да. Нет, я, как говорят даже психологи, там надо сохранять себе и ребенка, и взрослого, должен быть некий баланс. Для творчества нам необходим ребенок. Там на сцене я выдаю своего внутреннего ребенка, вот этого еще где-то наивного, когда того требует роль, где-то еще даже вот эти остатки чистого этого человечка. Скажи, пожалуйста, какой был следующий важный для тебя этап? Ну вот самый важный этап, конечно, это был поступление в молодежную оперную программу, потому что с нами начали заниматься самые лучшие маэстро со всего мира, коучи, дирижеры, режиссеры. И плюс нам за это платили хорошую стипендию и предоставляли Дом Большого театра. Я не представляю, каких бы денег обошлось такое образование, самое лучшее мировое образование, после которого ты выходишь на мировую арену таким полноценным певцом. И меня сразу поставили на самую коронную сопрановую партию, самую лучшую мировую постановку Дон Карло театра Реджио а Торино, Королевскую оперу. С трансляцией там на весь мир записали DVD-диск в лучшем мировом составе на самую вот эту грандиозную партию. То есть я всегда буду благодарна России, которая дала мне самое лучшее и бесплатное, просто грандиозное образование. У нас был обмен студентами с Вашингтоном, мы жили в потрясающих условиях российского посольства, нас кормили, возили, обучали в Кеннеди-центре у маэстро Доминго. То есть больше можно, о чем можно еще мечтать? Это вот это же самое высшее для музыканта, о чем можно только на мировом уровне. Вот выше не бывает. Мне поставили концерт закрытый в Большом театре, после которого ко мне подошел очень красивый молодой человек, 2-метровый и такой красавец, и сделал мне предложение. Прямо там? Да. То есть на второй день он в Большой театр принес мне кольцо, и вот все как в кино. То есть он меня увидел, услышал, его поразила сила
музыки, я думаю, тоже. И, говорит, никаких сомнений у него больше не было о том, что он нашел свою будущую жену. Вот. А как ты на это Нет, всё но у отреагировала? меня шок был, потому что, в принципе, конечно, после концертов ко мне я привыкла к повышенному вниманию, как любая, наверное, не знаю, артистка, актриса, певица. И такая карьеристка была. Я не хотела семейной жизни, не хотела личной даже жизни. Мне нравилась моя свобода, я в ней купалась прям буквально и радовалась тому, что меня ничего не держит. Я такая свободная, могу куда угодно поехать, на любые гастроли. Никакой мужчина меня не будет устраивать там сцен ревности. И все, это моя жизнь, я думала на тот момент. К счастью, все получилось иначе. Он очень красиво ухаживал, все вот как в кино, просто вот какая-то такая сказка, прям вот по-другому не скажешь, можно тоже отдельное кино об этом снять. И через какое-то время, вот буквально сколько там месяцев прошло, у нас была свадьба в Африке. А ты сразу в него влюбилась, когда вот он пришел с кольцом? Нет, я не верила никогда в жизни в любовь с первого взгляда. И я такой человек, который, я говорю при всей своей открытости, такой достаточно колючий ежик. И после всего того, что было в моей жизни, вот как я рассказывала, там эти все работодатели и прочее, я даже боялась. Я прям с таким страхом даже относилась к мужскому полу. То есть мне всегда казалось, что они все хотят как-то так там тебя закрыть из-за ревности, там, ну, как-то такой стереотип был свой, что не хотела никаких таких отношений, ничего. И просто вот покорил, вот я говорю, ухаживал, как в самом таком красивом, благородном фильме. Потом поехала на контракт в Венецию, это было биеннале, где я исполняла главную женскую роль Баттерфляй в опере «Баттерфляй» Пуччини. Биеннале в Италии, в Венеции, театр Ля Фениче, в грандиозном, там, потрясающем, красивейшем театре. Вот приехал ко мне мой муж, и я, как сейчас помню, я ему сказала, это уже спустя какое-то время после свадьбы, года 2, наверное, прошло, я говорю, кажется, у меня проснулся материнский инстинкт, там по роли нам отбирали мальчика, сына Баттерфляй, и там прощание с сыном, очень трагическая роль. Отобрали просто самого сладкого итальянского малыша, просто невозможного, 3-4 годика, было маленький. В общем, после этого биеннале все родили ребенка, я в том числе. Он пробудил материнский инстинкт просто во всем составе, там даже наши балетные девочки, наши помощники сцены, все ушли в декрет после этой продукции. То есть такого отобрали малыша потрясающего на кастинге, что вот он сыграл такую роль в жизни каждой из нас. Вот. И родилась доченька, которая вот до этого года, она везде со мной путешествовала по всему миру. Сейчас она пошла в школу. Сейчас, конечно, уже все будет посложнее. Потрясающая история, просто. Но еще важный момент в твоей жизни — это Папа Римский. Пожалуйста, расскажи об этом. Как раз это был 2013 год. Я уже была чуть-чуть беременная, у меня был сольный концерт в аудиториуме Кончелационе Ватикана, после которого меня пригласили на аудиенцию, которая состоялась в 5:50 утра. Я вот так боялась проспать, что даже практически не ложилась спать, потому что очень поздно вернулись после концерта, фуршета, что адреналин, все эти эмоции накрывали с головой, и не доходило до осознания тот факт, что состоится аудиенция с самим Папой Римским. Он на тот момент благословил и малыша в животе, то есть и мой голос, мой путь, и сказал такие сильные слова, которые дали мне силы, чувство какой-то такой окрыленности, за которую тоже я всегда буду благодарна всем сердцем. И далее, когда родилась Натуля, мы привезли уже ее в Ватикан. Это удивительная история, когда малышка выросла на его глазах. Что он дальше даже говорил, когда я приезжала уже на другие аудиенции. Мы обсуждали мои постановки предыдущие, предстоящие. То есть как я ту или иную роль
исполняю в моей там трактовке, где чересчур жестоко, где надо добавить больше любви и тепла в свой персонаж. И меня это поражает, потому что у человека такое количество задач, у меня там в миллионы раз меньше, и то я многое забываю, не могу не укладываться в голове, а тут еще и название моих персонажей, спектаклей, театров, моей деятельности, как это все вот может уложиться. Я вот не перестаю поражаться, это отдельное такое дарование. При всем таком масштабе такая простота и уникальность. Это рождается, наверное, раз в 100 лет, конечно. А он так любит оперу, да? Ну, во-первых, в Италии вообще, если ты говоришь о том, что ты оперная певица, а еще и дальше второй вопрос звучит, они говорят: «Мадай», это значит: «Да ладно, а какие роли ты поешь?» И ты говоришь, что там Тоска в Тоске, Аида в Аиде, Баттерфляй. Это у них называется протагониста, это как примадонна. Ну и у нас, в принципе, примадонна, которая поет только такие роли. Хотя многие там исполняют второстепенные роли и называют себя примадоннами. Люди не знают просто, и в балете то же самое. Там иногда миманс называют себя примадоннами, а они просто подносят там поднос. А примадонны, они прям на этих самых адских таких ролях. И когда они еще говорят протагониста, Мадай. Все, если это продавец там в магазине, он тебе там шоколад, он тебе все конфеты, все там какие-то подарки начинает, все ты диоза, как они говорят, ты богиня, просто мгновенно. А он еще сказал, что ты посвящала свой голос Богу. Богу, миру, да, тоже, и там больше каких-то благотворительных дел. Я и раньше всю жизнь делала, и это еще больше мне дало силы. Я помню, сразу после этого поехала в Казахстан, организовали благотворительный концерт. Говорят, нельзя об этом рассказывать, а я рассказываю, и таким образом привлекаю других людей. Как они говорят, вы служите вдохновением, и мы потом тоже сделали, поэтому я рассказываю. Вот и все средства с моего концерта, весь гонорар, все проданные билеты. В детский дом Актубе мы отвезли и деткам, и там, видя эту реакцию, конечно, когда приехали в детский дом, это до слез, это так трогает, или там какие-то еще вот подобные проекты, они вот это благословение, оно мне дало еще больше силы и на подобные проекты, что ты можешь своим голосом, своим дарованием делать еще такие большие благие дела. Ты сейчас записываешь целый диск, да, для Записала в Америке. Расскажи, пожалуйста. Я благодарна супругу за идею альбома, которую он мне дал, которая сначала меня просто напугала. Я и так пою на многих языках, у меня огромный репертуар уже сложился. И он мне предложил идею о том, что, ну вот все, как правило, говорят, что ну, все поют там определенные арии, ну там, не знаю, кто-то спел Кармен, кто-то спел там Травиату, и таких записей уже миллион. А вот что-то такое создать вот свое, это всегда сложнее. И вот я говорю, опять-таки, это идея моего супруга, он говорит, у тебя такая уникальная жизнь, если вот, как даже история жизни, потому что вот я родилась в Грузии, моя мама по национальности езидка, и первый трек я посвятила своей родине, ноты, которые я получила перед смертью еще в консерватории от великого грузинского тенора Зураба Лаврентьевича Саткилавы. Исполнила это произведение, второе произведение, ну, соответственно, на грузинском второе произведение, на езидском языке исполнено Курманчи, третье произведение на русском, потому что Россия дала мне образование, самое лучшее, дом. Здесь родилась моя дочь, моя семья, и стала мне второй родиной. Казахстан, который нас приютил, казахстанцы, которые приносили нам еду, я не знаю, там, одежду, и накрыл нас такой добротой, таким теплом, которому тоже вот этим казахским произведением я вот такую некую благодарность высказала. Далее у меня была грандиозная победа, которая, кстати, открыла мне дороги на международную карьеру. Это был конкурс в Китае, где я победила. И, кстати, такая была очень финансовая поддержка. Мне очень большая была финансовая премия. Я приехала просто ощущая себя олигархом после этого конкурса.
Страшно было эту сумку с этими долларами везти через границу одной из Китая. И Всегда наличка, все. И, ой, просто вот прям как в кино. И там были директора со всего мира. Ну, не со всего мира, с многих крупнейших театров мира. Лет 12 пою подряд, просто нон-стопом во всех городах, во всех, кроме Неаполя. Я уже пела везде просто везде. И были дальше гастроли в Японии, где я встретила еще больше любовь публики. Ну, у тебя история, ты как реально принцесса из сказки. Принцесса. Скажи, пожалуйста, Дама. у тебя есть еще какая-то нереализованная мечта? Или все мечты сбылись? Ой, у меня очень много желаний. У меня есть роли, мечты, которые еще хотелось бы исполнить. Ну, я только-только стала и физически, и психологически готова к такой потрясающей роли, как леди Макбет. Я ее уже пела в концертных продукциях, уже на голос ложится, все говорят, просто потрясающе. И вот наконец-то я дозрела до этой роли. Еще другие роли есть, и даже немецкие появились в мечтах, и города есть. Я всю свою жизнь мечтаю о Мальдивах, и эта мечта никак не осуществится. Но опять-таки, говорю, я столько работала, что годами не было отпуска даже. А когда, допустим, появлялась эта неделя отпуска, то там был сезон дождей или что-то еще печальное. То есть вот есть такие мечты, их много. Я еще та мечтательница, у меня, как я говорю, блокнот желаний в телефоне. И я хочу сказать, что практически все наши мечты, они сбываются. Вот я мечтала об альбоме, он исполнился. Недавно еще одна моя мечта исполнилась. И тоже всю жизнь о ней мечтала. Именно Тоска дала мне реализацию этой мечты. И вот смотришь, даже самые такие, казалось бы, мечты, которые кажутся неосуществимыми, все это практически возможно.